Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео будем вязать вот такую шапочку крючком с отворотом, с ушками в комплект к манишке. Как вязать манишку, это предыдущее видео. Здесь также оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Переходите. Очень просто вяжется что манишка, что шапка. Шапку можно связать как для взрослых, так и для детей. Для ребенка я решила связать шапку с ушками. В случае, если вы вяжете взрослому, тогда просто не вяжите ушки и не делайте помпончик. Все очень легко, просто быстро здесь вяжется. Шапку я вязала без расчетов, тем же самым узором, что и манишку. Получился вот такой вот классный комплект. Пряжу, конечно же, можно использовать любую, и потоньше, и потолще, и по желанию можно пришить внутрь подклад. Шапочку буду вязать точно из такой же пряжи, из которой я вязала манишку, так как это шапочка в комплект к манишке. На манишку оставлю ссылочку здесь также, в правом верхнем углу. Переходите и вяжите. Пряжа Газал Nordic Lace, в этом мотке 50 грамм и 115 метров. 48% акрила, 31% полиамида, 21% шерсти. У меня... Так, цвет у меня 50-05, вот такой вот голубенький. Шапку буду вязать без расчетов, но вы можете, конечно же, сделать расчеты, чтобы не ошибиться. Также у меня отдельное видео есть по расчетам крючком. Также оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Переходите, посмотрите, если вам нужно. Там по этим расчетам можно рассчитать и свитер, и джемпер, и кардиган, и шапку, все что угодно. Это базовые расчеты. Я буду просто примерять к готовому изделию, сколько мне набирать петель. Буду для работы также использовать крючок номер 4, которым я вязала манишку также. И для набора петель использовать спицы номер 5. Обычным способом набираем цепочку из воздушных петель нужного размера. Я буду примерять по готовой шапке. Вот эта шапочка связана спицами, но ее высота как раз таки вот подходит мне. Буду вязать шапку с отворотом, поэтому отворот сразу выверну. Кстати, на эту шапку тоже есть мастер-класс. Эта шапка у меня вот с рваным полотном. Вот она. Также можно... Вот здесь немного элементов, так как это детская шапка. Мастер-класс на эту шапку также есть на канале. Ссылочку в правом верхнем углу оставлю. Переходите. Эта шапка спицами связана. Так, буду вот по ней измерять, набираю петельки и вот так вот примеряю до конца. Все, свое количество петель я набрала, измеряю прям по шапке. Вот на 2-3 петельки больше можно набрать. Свободно у меня лежит полотно, не растянутое. И я убираю теперь этот большой размер крючка и вставляю свой рабочий крючок. Так, шапку я уже убираю, она нам не понадобится. По ней мы измеряли. Делаю одну воздушную петельку подъема, и вот по лицевой стороне мы набрали петельки, у нас здесь такая косичка. Переворачиваем эту косичку, с изнаночной стороны у нас бугорки. Будем провязывать эти бугорки. Я так часто делаю, потому что набор на больший крючок и провязывание за бугорки не позволяет потом вот этому краю быть стянутым. Поэтому именно так я провязываю. Поворачиваю вот в этот первый бугорок, провязываю столбик без накида. Весь ряд провязываем столбиками без накида. Вот так захватывая за вот эти вот бугорочки. Провязываем до конца. И в конце оставляю 5 петель не провязанными. Вот я провязала весь ряд столбиками без накида. И теперь у меня в конце здесь осталось 5 бугорочков не провязанных. Их я буду провязывать соединительными столбиками, формируя макушку. Также захватываю за бугорок, вытаскиваю ниточку рабочую и сразу провязываю. Снова за следующий бугорок захватываю и снова сразу провязываю. Вот мы столбики с накидом как провязываем? Захватываем и потом еще раз захватываем. А соединительные провязываем просто. Захватываем и сразу же провязываем. Объясняю для тех начинающих, кто не понимает, в чем разница между столбиками без накида и соединительными столбиками. Это соединительные столбики без накида, кстати. Есть еще с накидом.
4 и последний бугорочек 5. Вот эти 5 петель — это длина нашей макушки. Здесь у нас хвостик есть от набора петель. Сейчас с рабочей ниточкой вместе его захватим и сделаем вместе петлю подъема, чтобы этот хвостик у нас уже был спрятан. Дальше уже вяжем просто рабочей нитью, поворачиваем вязание. И теперь нам очень важно на вот эту петлю подъема поставить маркер. Этот маркер будет обозначать начало ряда, чтобы вы его потом не потеряли. Ставим маркер прямо на петельку. И теперь дальше мы будем провязывать все петли в обе стороны за заднюю стеночку петли. Что такое задняя? Вот она. У нас петля состоит вот из 2 стеночек. Передняя вот это задняя. Будем провязывать за заднюю. 5 петель провязываем соединительным столбиком. Также соединительной петелькой. Считаем от начала 1, 2, 3, 4, 5. На вот эту пятую также поставим маркер, чтобы у вас макушка была отделена, чтобы когда вы пойдете в другую сторону, вы уже знали, что вот с этой петли, в которой у вас стоит маркер, у вас петли макушки, 5 петель макушки. А также можете каждый раз считать от вот этой первой петли, сколько петель макушки, именно от конца. 1, 2, 3, 4, 5. И вот с пятой начинаете провязывать петли макушки. Теперь этот ряд мы будем провязывать столбиками с накидом. Прошлый ряд мы провязывали столбиками без накида. Теперь мы провязываем столбиками с накидом, также за заднюю стеночку петли. Делаем накид и провязываем столбик с накидом. За заднюю стеночку петли столбики с накидом. Провязываем весь ряд. Вот посмотрите, как отличается высота столбиков с накидом от соединительных. Видите, намного меньше. Даже от столбиков без накида соединительные отличаются по высоте, а от столбиков с накидом тем более отличаются. Нам нужна аккуратная не торчащая макушечка, поэтому мы ее провязываем очень-очень низко соединительными столбиками. Вот, все, до конца ряда провязываем теперь столбиками с накидом. Вот, я довязала до конца ряда, осталась у меня одна петелька. Весь ряд мы провязывали за заднюю стеночку петли, у нас такое ребрышко здесь получилось. Последнюю петлю мы провязываем за обе стеночки петли, чтобы вот этот вот край шапки у нас потом не был расхлябанным. Провязываем за обе стеночки петли. Столбик с накидом провязали. Теперь делаем воздушную петлю подъема одну и вязание поворачиваем. На эту петлю также можете поставить маркер, чтобы вы не запутались, что вот эта вот петелька у вас самая первая в этом ряду и последняя будет в следующем ряду. Сейчас мы провязываем следующий ряд столбиками без накида, также за заднюю стеночку петли. Начинаем с первой, провязываем столбики без накида. Это весь наш узор, так же как в манишке. Один ряд у нас провязывается столбиками без накида, второй столбиками с накидом. То есть в одну сторону мы идем столбиками без накида, а в обратную сторону идем столбиками с накидом. Также оба ряда провязываются за заднюю стеночку петли. Провязываем сейчас весь ряд до маркера вот этого отделяющего макушку. Вот я довязала ряд столбиками без накида, дошла до маркера. Маркер пока что убираю. От этой петельки у меня начинается макушка. То есть макушку мы провязываем также за заднюю стеночку петли, но только соединительными петельками. 5 петелек провязываю соединительных. Это петли макушки. 1, 2, 3. 4 провязала, и пятая у нас будет провязываться за обе стеночки петли. Так, здесь у нас этот хвостик, поэтому такая петелька пышная. Провязываем за обе стеночки петли, так же как в конце в этой стороне. Провязываю соединительным столбиком. Все, этот ряд у нас довязан. Видите, какая разница? Одну воздушную петельку подъема, поворачиваю вязание. Не забываем здесь поставить маркер.
Как раз таки в прошлом ряду этот маркер нам помог определить последнюю петельку. И снова провязываем 5 петель соединительных, это макушечка наша. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот она, пятая. Ставим на нее маркер. И дальше у нас ряд столбиков с накидом. Провязываем столбики с накидом. Все вяжем за заднюю стеночку петли. Это все наше полотно вяжется очень просто. Сейчас мы довяжем ряд столбиков с накидом за заднюю стеночку петли. Не забываем, что последняя петелька у нас провяжется за обе стеночки. Что здесь, что с этой стороны, что с этой стороны. Довяжем до конца ряда, сделаем воздушную петельку подъема, развернемся и пойдем в обратном направлении вязать рядом столбиков без накида, также за заднюю стеночку. Затем свяжем 5 петель макушки соединительными, затем снова развернемся, маркер не забывайте ставить для своего удобства. Свяжем 5 петель соединительных столбиков и дальше будем вязать рядом столбиков с накидом. Чередуем ряд без накида, ряд с накидом до конца. И так мы вяжем все полотно. Полотно будет увеличиваться у нас вот так. У нас получается поперечное вязание. Будет увеличиваться полотно. Можно на голову прям примерять. А если нет у вас рядом вашей модели, того, кому вы вяжете, то тогда вы можете ориентироваться на сантиметр. К примеру, у ребенка 50 сантиметров, то вы раскладываете сантиметр и измеряете. Ну, учитывайте, что шапочка еще имеет растяжение. Сейчас здесь у меня только 3 ряда провязано, поэтому как будто бы ничего не растягивается. Но в большом объеме она будет, конечно же, иметь растяжение. Смотрите, чтобы шапка не оказалась большая либо маленькая. Все, вяжем туда и обратно. Вот я уже связала ширину шапочки. Так же, как и на манишке, с этой стороны такой узор, с этой стороны такой узор. Вот видите, у нас макушечка маленькая, а здесь у нас гораздо шире полотно. Я примерила на голову ребенка, прям вот так вот прикладывала и примеряла. Связала на 2 ряда больше, чем голова, так как здесь будет отворот, чтобы отворот хорошо заворачивался и не был в облипку вот так вот по голове. Закончили мы внизу. И сейчас мы будем здесь прокладывать шов. Теперь нам нужно определиться, какая сторона у нас будет лицевой. Вот, допустим, берем эту сторону, и вот так вот у нас будет отворот, да? Либо наоборот. Будет у нас вот это, и вот так будет отворот. Мне нравится больше вот так, чтобы отворот был столбиками без накида, больше выпуклыми. Поэтому сшивать будем, учитывая вот этот вот отворот. Нам нужно вот, когда мы шапку вот так вот завернем, да, отворот сделаем, чтобы у нас вот здесь по шву не было шва, чтобы шов был внутри. Получается, вот эта лицевая сторона шапки. Значит, по лицевой стороне сейчас мы будем шапку сшивать. Вот эта лицевая сторона у нас самой шапки. Вот так вот будет отворот. И внутри отворота у нас будет шов по отвороту. Мы складываем вот так. И теперь нам нужно посмотреть, за какие стеночки петли нам нужно здесь сшивать. Для этого мы выворачиваем вот на эту сторону. И смотрим здесь, какие у нас здесь петельки идут, чтобы у нас по шву, даже когда мы сошьем, повторялся вот этот вот узор. Вот мы смотрим, что чтобы узор повторялся, да, мы вот так вот прикладываем, то нам нужно здесь за обе стеночки и здесь за обе стеночки петли забирать, сшивать. Тогда у нас узор будет точно такой же. Значит, с петельками мы здесь ничего не делаем. Захватываем за обе стеночки петли. Так, сейчас я вот эту петлю, которая у меня на крючке, вот сюда вот просуну, возьму прям вот за вот это вот боковое ребрышко, так, оттяну прям вот эту вот крайнюю петельку,
чтобы нам просто соединить. У меня такая пряжа, вот эта вот пушистая, что иногда крючок даже не пропускает. Вот я беру эту петельку и просто просовываю вот в эту, чтобы соединить, и чтобы здесь у нас все было ровно. Все соединила. Сделаю одну воздушную петельку подъема для удобства. И теперь дальше я буду уже идти по петелькам. Захватываю первую петлю за обе стеночки петли. Видите, у нас вот петля состоит из двух стеночек. Вот она. Передняя, задняя. Захватываю за обе. И здесь смотрю также. Захватываю за обе. Вытаскиваю рабочую нить и сразу провязываю. Это соединительный столбик. Соединительные столбики мы не затягиваем, чтобы шов не стянулся. Продолжаю. Вторая петелька. И на второй части прокалываю также вторую петлю. Вытаскиваю ниточку и протаскиваю через петлю. Еще одна соединительная петелька. Третья теперь точно так же. И таким образом соединительными петлями сейчас мы прошиваем сначала наш отворот, идя вот петля в петлю. У нас в начале и в конце одинаковое количество петель. Если, конечно, вы нигде не прибавили, не убавили, а шли ровненько, то одинаковое количество петель у нас должно быть. И чтобы вот этот край ровный был, нам не нужно петельки прибавлять и убавлять. Для этого мы ставили маркер в начале ряда. Так, вот сейчас я прошиваю просто петли отворота. Вот, прошью вот так, больше не буду. Ну, примерно вот так будет у меня отворот. И шовчик останется внутри отворота. Теперь, чтобы у нас по лицевой стороне вот здесь вот не было шва, мы вывернем сейчас шапку. Вот так. И пойдем сшивать с этой стороны. Точно так же будем идти петелька в петельку. Я захожу в следующую петлю. И в следующую петлю на другой стороне. Вытаскиваю ниточку и продеваю через петлю на крючке. И точно так же мы сшиваем соединительными петельками. Идем петля в петлю. У нас поменялась просто сторона. Мы сшивали на лицевой стороне, теперь мы сшиваем по изнаночной стороне, чтобы у нас шов шапки остался внутри. Таким образом сшиваем мы до конца, все петельки у нас совпадают. Можете прям посчитать и местами где-то маркеры поставить через 5-10 петель, чтобы у вас было все ровненько. До конца сшиваем до этого момента. Все, я дошила. У меня от мотка осталась вот такая ниточка всего. Здесь у меня на шапку целый моточек ушел, но это детская шапка, не забудьте. Теперь мне нужно будет сшить вот эту вот часть, макушечку нашу. Я ниточку немножко подлиннее оставлю, чтобы пройти несколько раз, в случае чего обрезаю ее. И вот сюда вот вытаскиваю в петельку, подтягиваем ниточку. И теперь просто в иглу эту ниточку вдеваю. Теперь нам нужно сшить вот эту макушечку. Можно идти прям по вот этим вот верхним ребрышкам. Видите, здесь в местах разворота вот рядов у нас есть вот такие вот петельки, как ребрышки. Можно прям по ним вот так вот захватывать. Либо захватывайте вверху петельки, которые вам удобны. Не делайте слишком большое расстояние между петельками. Где-то, может быть, нужно будет захватить петельку между этими ребрышками. Так, сначала я просто пропускаю здесь иглу. Так, все, дошла до конца.
Теперь подтягиваю макушечку. Слишком не тяните, чтобы ниточку не порвать. Но и не оставляйте здесь отверстие. После одного раза, конечно, это зависит от мягкости вашей пряжи. Здесь у нас может остаться небольшое отверстие. Вот у меня пряжа мягкая, но вот такое небольшое отверстие все равно остается. Поэтому мы берем и второй раз еще проходим по тем же самым петелькам. Их прям видно, вот они у нас, в которые мы входили, вот они у нас идут. Мы можем сделать так несколько раз. Не вот сейчас второй круг я прохожу, можно 3-4 круга сделать, пока отверстие полностью не затянется. Так, это осталось от набора петель еще в самом начале. В принципе, ее вообще уже можно обрезать, она у нас спрятана, чтобы она уже не мешала. Все, вот я 2 круга прошла. И еще один пройду и подтягиваю хорошенько ниточку, чтобы отверстие полностью затянулось. Смотрим, вывернем на лицевую сторону и смотрим. Все, отверстие полностью затянулось. Чуть-чуть подтягиваем еще и все, заканчиваем. Ниточку закрепляю я всегда. Делаю вот таким вот способом, обычным швейным. И все. Прячу хвостик. Прячьте хвостики как умеете. У меня есть отдельное видео, как спрятать хвостики по лицевой либо по изнаночной петельке. Оно очень старое, но там показано. Переходите по ссылочке в правом верхнем углу, оставлю, посмотрите. Прохожу 2 раза в одну и в другую сторону. И можно еще куда-нибудь выйти. Все. Ниточка у нас зафиксирована, спрятана. Отрезала, здесь ничего нет у нас. Все, выворачиваю на лицевую сторону. Видите, у нас шов по самой шапке ушел наизнанку. Рисунок у нас повторяется, а шов отворота у нас на лицевой стороне. Так как мы вот так сделаем отворота, у нас шов уйдет тоже внутрь этого отворота. Все, основная часть у нас связана. Если хотите, можете прям так и оставить. Особенно, если вы вяжете для взрослого, то можно просто вот так вот с отворотом просто и оставить. Я вяжу для ребенка, я хочу здесь связать ушко. Как вот такая шапка для маленького ребенка, она постоянно поднимается вверх. И вот чтобы уже фиксировать, чтобы ушки не открывались, я здесь свяжу такие небольшие ушки. Для отметки нам понадобится 4 маркера. Делим объем шапки напополам. Можете прям примерить на ребенка и отмерить, где вы хотите связать ушко. Если модели у вас рядом нет, то тогда мы просто делим напополам, но считаем внимательно ряды. Вот я считаю от шва. Шов у нас сзади. Считаем по рядам, чтобы у нас ровненько все было. Так, примерно ставлю вот здесь и в эту сторону точно так же. Вот здесь. Так, у меня здесь 10 рядов вот этих вот больших столбиков с накидом. Считаю здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И так как у меня здесь 10, а здесь 11, я сделаю вот здесь вот между ними. Поставлю маркеры, подвину чуть-чуть на пол рядочка, чтобы было поровну. Все, отмерили. Перед у нас остается
таким, от маркера до маркера. Ушки мы делаем назад. У нас получается передняя часть без ушек шире, чем задняя часть без ушек. Ушки мы делаем назад, не вперед. Смотрите, какой ширины вы хотите ушки. Например, вот такой, да, ширины отсюда до вот этого момента. Значит, я здесь ставлю маркер. Вот такая вот ширина у меня будет. Это примерно так 6 сантиметров. И считаю 1, 2 полных, 2,5. Здесь то же самое устанавливаю. Здесь половина, 1, 2. Вот сюда вот устанавливаю второй маркер. Вот, все, мы отметили, где у нас будут располагаться ушки. Видите, когда мы ушки свяжем, задняя часть у нас, та, которая уходит на затылок, она уже, чем передняя. Все, и теперь мы будем вязать ушки. Так, первое, укладываем сначала таким образом, чтобы у нас как раз наше вязаное ушко было вот так вот ближе к нам. У меня оказалось, что у меня две вот такие части, оставшиеся от целых мотков. Я думала, что у меня еще один целый, оказалось нет. Но как раз хватит на ушки. Беру, присоединяю здесь ниточку, где маркер у нас стоит. Присоединяю, в петельку захожу. Вытаскиваю и делаю воздушную петлю двумя этими ниточками. Потом хвостик оставляю, потом мы его будем прятать. И по краю вот этих вот петелек провязываю столбики без накида. Буду просто провязывать столбиками без накида ушки. Слишком широкое прям не вяжите, идите здесь по одной линии. Довязываю до маркера и смотрите, сколько петелек у нас здесь получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столько же петель у нас должно быть на том ушке. Делаю петлю подъема, разворачиваюсь и в обратном направлении за обе стеночки петли просто провязываю столбиками без накида также. И так в высоту несколько рядов. Здесь у нас также 8 петель, мы не забываем. Можете также на первую петлю ставить маркер, чтобы не запутаться, сколько петелек вы провязали. Либо считайте вот эту петлю последнюю, можно потерять. Всегда она у нас такая незаметная, поэтому на нее нужно ставить маркер. Все, провязали. Петля подъема, поворачиваемся и в обратную сторону. Провязываем таким образом несколько рядов. Я провязала 6 рядов, и теперь вот 7-й ряд я буду уже убавлять петельки. Пропускаю первую петлю. И дальше провязываю. В начале ряда пропускаю, в конце ряда пропускаю. Если у нас было 8 петель, то сейчас у нас должно стать 6. Вот последняя, вот эту я просто пропускаю. Все. Воздушная петля подъема, поворачиваюсь. Здесь то же самое. Первую пропускаю. Провязываю все. Смотрим внимательно. У нас здесь уже пропущена петелька. Вот наша последняя. Вот эту пропускаю. Петля подъема, поворачиваюсь. Снова пропускаю первую и предпоследнюю. У меня здесь осталось 2 петельки, и с этих 2 петелек я сейчас буду провязывать шнурочек сразу же после ушка, ничего не обрезая. Провязываю шнурок той длины, которая мне нужна. Так как я буду провязывать шнурок крючком, я оставила 2 петли. Если вы будете провязывать шнурок спицами, то тогда можете оставить 3 петельки и прям вот отсюда набрать вот так же, как вот у меня вот сейчас осталось, как будто на спицах, и набирать. Также такой же шнурок, как на спицах, можно набирать крючком. Варианты шнурочков у меня есть также в отдельном видео, оставлю ссылочку в правом верхнем углу, переходите. Провязываем шнурок и затем приступаем ко второму ушку.
Также с лицевой стороны начинаем, чтобы у нас все одинаково смотрелось. И провязываем точно так же все. Столько же рядов здесь, столько же рядов здесь. И делаем шнурочек такой же длины. Все, я довязала свои ушки, довязала шнурочки. И вот шапка готова. Теперь мы отправляем ее стирать, проводим ВТО, но, конечно же, ничего не тянем. Да, для шапок я тоже провожу отпаривание, чтобы привести их в надлежащий вид и придать им окончательную форму. В шапках я обязательно разглаживаю все шовчики, узор, если он есть. Шнурочки вот эти чуть-чуть вот так вот вытягиваю при отпаривании, чтобы они уже приняли свою окончательную форму и были ровные. Как я провожу ВТО со всеми тонкостями, у меня есть отдельное видео. Переходите по ссылочке в правом верхнем углу и смотрите. Я свою шапку постирала, отпарила, она уже полностью высохла. Я даже сделала вот такой вот помпончик небольшой, он вот как лежал криво, вот такой маленький. Можно любой помпон сделать и побольше, но у меня побольше не было. Выбрала вот такой более-менее подходящий цвет. При отпаривании, конечно же, выровняла швы, выровняла узор, выровняла шнурки. И шапка полностью готова. Изнаночная сторона у нас. Если вот вывернуть, то вот так выглядит с изнанки. И с лицевой стороны также. Как вы убедились, шапка вяжется легко и быстро. Справятся даже новички, поэтому обязательно пробуйте. Также сюда можно пришить флисовый подклад по желанию, смотря для какого сезона у вас шапка. На зимний сезон можно пришить подклад. Повторю, что шапка моя для ребенка связана на голову 48 сантиметров. И у меня ушел один моточек пряжи. И грамм 5, наверное, ушло на ушки и на шнурочки. Всего получается грамм 55 у меня ушло на шапку. Если вы вяжете большего размера, конечно, у вас будет больший расход. Всем, кому понравился мастер-класс, не забудьте поставить лайк. Присылайте мне фото ваших готовых работ. Всем приятного вязания!